Здравствуйте, друзья и гости канала Алга Петербург, в нашей скромной, но очень теплой студии. Вновь Иван Червинский. Великолепный Александр Карельский собственной персоной. Друзья, мы приветствуем вас. Сегодня у нас очень много интересных новостей. Неделя была не такая насыщенная, как обычно. Голосования не будет. Будет возможность немного отдохнуть, сходить на один концерт. Бесплатно, кстати. Это ты вот про тот самый второй онлайн-концерт, Да. который ждет весь мир. Мало того, что который ждет весь мир, но еще на котором будут выступать артисты, великолепные музыканты со всего мира. Как Но здорово. кто будет выступать, это секрет. Друзья, так что если вы хотите воочию разгадать эту загадку и познакомиться с новыми артистами, которых мы пригласили для второго, как Ваня назвал его, юбилейного онлайн-концерта, как вы знаете, ровно год назад Димаш Кудайберген лично прилетал в город Санкт-Петербург, чтобы дать свой сольный концерт. Мы на этом концерте были, у нас очень много впечатлений, в том числе и о встрече друзей, которая прошла в тот день. Но об этом мы тоже вам расскажем, освежим вашей памяти, поэтому не пропускайте эфиры, которые мы будем готовить вот в эту праздничную неделю. Там сколько там, пару дней осталось. Ну, у нас уже появилось много интересных передач. Сразу на двух каналах мы выпускаем. На Алга Петербург, на Эхо Питера. Кстати, Саш, а не хочешь рассказать про великолепную девушку, рокершу, которая появилась у нас сразу в двух передачах? Вера Фокс. О, да. Вера действительно классная, и мы поняли это после того, как выпустили первую передачу, сразу получили кучу комментариев и запросов на то, чтобы мы пригласили Веру на беседу. Мы это сделали, получилось классное интервью, классная беседа. И... Ну, были, Саш, я добавлю, что были, конечно, разные мнения, но нельзя забывать, что Вера, она рокерша, поэтому вполне нормально, что вот такая реакция была. И самое главное, Ваня, она была живая, естественная, органичная, глубоко профессиональная, разбирающаяся в деталях и вопросах. И для тех, кто посмотрел обе части, понял, что Вера несла исключительно позитив и радость. Да, а я, знаешь, что подумал? Мне вообще удивителен феномен Димаша привлекать своим творчеством людей с самых разных областей. И это и рокеры, да, и вот как нам недавно говорили, что это и 10-летние дети, и 90-летние уже люди в возрасте, мудрецы. И можно еще отметить, что есть люди, которые уже глубоко знакомы с творчеством Димаша, да, на протяжении 2, 3 и 5 лет следят за его творчеством. И есть люди, которые только прикоснулись. И, как мы знаем, даже Вера в своем первом выпуске даже неправильно имя его назвала. Но она исправилась и очень радовалась этому моменту, что теперь она знает, как правильно называть Димаша по имени. Саш, а ты слышал, как она поет? Конечно, я смотрел ролики на ее YouTube-канале, и я тебе Может могу быть, нам сказать... пригласить ее, да, на наш концерт? Онлайн. Да. Но на второй уже не получится, мест нет, Вань. Ну, на один из следующих, потому что мне кажется, что очень много есть поклонников рок-музыки, которым бы хотелось услышать какую-то песню Димаша именно в такой хард-рок. Во-первых, я сам из таких. Во-вторых, мы знаем, что Димаш любит рок. Если ты помнишь, что он на каждое интервью старается одевать именно такую кожаную куртку. И он вообще Теперь сам... понятно, почему рокеры так любят Димаша. И он еще ее в зал потом кидает. Да, поэтому я думаю, что как раз роковую версию какой-нибудь из песен было бы услышать очень интересно, особенно от такого профессионала, как Вера Фокс. А я могу тебе, знаешь, что еще добавить по поводу рока? Есть один рокер, который совсем недавно стал поклонником, ну, я надеюсь, что он стал поклонником творчества Димаша Канатовича. Он даже надел кепку DQ. Я понял, о ком ты говоришь. Есть прекрасная новость, это то, что скоро будет опубликовано интервью, которое записали 24-го, правильно? Да. Числа. И я хочу поделиться с тобой некоторыми вопросами. Я уже публиковал их на канале Эхо Питера. Друзья, есть великолепный канал на английском языке, там есть субтитры, вы можете туда зайти посмотреть. Но я тебе вкратце расскажу, чем интересуются Диерс и что хотят узнать из этого интервью. Больше всего латиноамериканских зрителей и поклонников творчества Димаша интересует, а когда же будет песня на испанском? О, да, горячая тема, согласен. Также очень интересно, какой длины Сун, как долго ждать, потому что никто не знает.
например, есть один сон, который длится уже почти 3 года, да? Это ты про песню Over Here? Да. Вот. А также есть вопрос от Никиты Лилы, это наша подруга из Италии, и она спрашивает такой вопрос. А знает ли Димаш о том, что его музыка используется профессиональными врачами, чтобы лечить людей? Очень интересная тема. И я думаю, что Димаш так или иначе, ему какие-то новости, конечно, просачиваются, но то, что мы постоянно получаем и письма, и подтверждения о том, что люди, и музыкальные психологи, и музыкальные терапевты используют творчество Димаша вот в своих благих целях, это 100% и уже доказанный факт. Я так понял, что сейчас интервью уже как бы должно было совершиться 24 ноября, поэтому нам остается лишь подождать. И как хорошо, Вань, что на этой неделе можно было всем выспаться, отдохнуть немножечко. И пятничного голосования на этой неделе на канале MTV не будет. Но мы очень надеемся, что будет интервью. Да. Саша, а ты бы вот сам что спросил бы у Димаша? Слушай, я бы, знаешь, спросил, с кем бы Димаш из ныне живущих артистов, музыкантов выпил бы чашечку кофе? Вот так вот, тет-а-тет. И, разумеется, пообщался бы, я думаю. Ладно, а я бы тогда спросил, а когда будет второй концерт Димаша в Петербурге? О, очень хороший вопрос. Я считаю, что вопрос должен быть от народа. И каждый, наверное, поклонник Димаша, он хочет знать, когда именно в его городе будет концерт. Вот. Также мы должны обязательно затронуть тему Грэмми. Вы знаете, что уже объявлен список номинантов, окончательный список. И я его внимательно изучил, Вань. И, к моему сожалению, не нашел я имя Димаш Кудайберген, хотя нам присылали очень много интересных версий о том, что Димаш все-таки будет на этой премии каким-то образом, будет номинирован. Вот, Я даже слышал одну теорию, что вот эта вот золотая маска, которой он был, и она как-то связана вот с оформлением Грэмми, премии, да, и там, ну, что вот в этом есть связь. Но, к сожалению, имя Димаша я не нашел. И также, Ваня, я не нашел имя нашего соотечественника, Ваня, Леонида Агутина, потому что мы делали новость о том, что он там прошел несколько этапов, там шорт-лист уже, и вот следующий этап был как раз уже номинация на премию Грэмми. Мы раньше времени, видимо, да, нельзя. Сглазили, Ваня, Леонида Агутина. Леонид Агутин, уважаемый, простите нас, пожалуйста. Мы в следующий раз не будем заранее поздравлять. Но зато, Вань, в списках номинантов я нашел имя Иманбека Зейкенова. Это молодой парень из Казахстана. И как сообщает Тенгри Ньюс, Вань, тем самым он стал первым номинированным представителем страны Казахстан, в данном случае в истории. Ничего себе. Вот это да. Слушай, а мне вот эту новость один наш большой друг из Казахстана, Хамзе, сообщил. Да. Может быть, мы ему позвоним и спросим, что он думает по этому поводу. О, мы, кстати, давно с ним не общались. Да? Можешь его набрать? Да. Алло. Салим, брат, Калайсон. Такие люди. Как дела? Нормально, сами как? Да вот мы сейчас записываем передачу. Хамзе, привет! Да, записываем передачу. И у нас такой вопрос к тебе. Слушай, появился у вас 19-летний гений Иманбек, который на Грэмми номинирован. Ну да. Ты вообще слушал? Ты вообще слушал песню вот этот Розы Сейнт? Так, по-моему, называется. Розы, конечно, слышали. Он еще даже когда, я не знаю, я вот в прошлом году его где-то в конце года услышал. Причем я где-то по радио, ехал в машине, по радио играл, я такой думаю, прикольный такой трек. А оказалось, что это наш Иманбек. Вот я удивлен, что это... Ты сказал так наш Иманбек, как будто он твой сосед с этажа пониже. Нет, я начал гуглить, и там написано Иманбек. Ага. И это когда самая первая реакция. Ну, такой думаю,
может быть, там какой-нибудь западный артист, Айман Бек, что-нибудь там, да, что-то такое. Потом знаешь, что Иманбек это казахское наше имя, да? Потом раз дальше гуглю, и оказывается, это парнишка вот из Павлодара. Причем, когда он написал его, ему было 19 лет. Хамзе, так а что получается? Обогнал Димаша, 19-летний музыкант, и как это, Димаш теперь снова второй, что ли, будет? Если, конечно, Димаш, вот ты же говоришь, вторым будет, да? Неужели второй? Если Димаш займется также и ремиксами или аранжировкой каких-нибудь известных песен и тоже номинируется на Грэмми, то да, тогда он будет вторым. А так пока Димаш все равно в плане вокала или вообще музыки лучший артист года. Номинаций очень много, точнее категорий очень много в Грэмми. Поэтому он все равно, то есть в плане лучший ремикс, да. Ну, бы нет, если Димаш споет какую-нибудь песню, а Иманбек, например, напишет какой-нибудь ремикс, почему бы и нет, да, то есть, тут, наоборот, не нужно как-то делить или что-то еще, нужно, наоборот, объединяться. Так, а ты в курсе, что Иван Ургант попросил Иманбека помочь Леониду Агутину? Ну да, сейчас уже вот эти вот Иманбек... Хэштеги «Помоги Агутину», «Помоги позвони». Иманбек сказал, нет проблем, пусть обратится. Да, конечно. Мы люди открытые. Тем более, если вы уже смотрели про Иманбека, он парень такой же скромный, обычный парень. Да. Работает на железной дороге в КТЖ. Я согласен с тобой, что это потрясающий пример того, как вот находясь неважно где, главное любить то, чем ты занимаешься, и можно вот так вот выстрелить, находясь даже не обязательно в столице, да, например, а в любом месте. Ну, возможно, некоторые люди могут не понять просто его музыку, скажут, а что тут здесь такого, да, почему он взял Грэмми там, да, а Димаш нет. Еще раз повторяю, что это ремикс. Музыка, она вот кому-то нравится это тынкс, да, а кому-то больше нравятся такие вот лиричные песни, лирические мотивы, да. Ну что, Хамзе, спасибо тебе, друг, что вышел на связь. Как всегда, приятно было с тобой поболтать. Взаимно, ребят, очень приятно. Давно вас не слышал. И, кстати, если вот почему бы у самого Иманбека не спросить? Вы же интервью берете, в принципе, по всему миру уже людей, которые, собственно, на других континентах, да, вот, я думаю, связаться с Иманбеком будет... Если Ургант с ним связался, то, я думаю, вы сможете. Слушай, ты, да, нас распалил. Мы попробуем кинуть ему заявочку. Я думаю, что у него сейчас такая, как сказать, гора из претендентов, да. Так что, конечно, попробуем. Друзья, если вам интересно еще подробнее обсудить эту тему, то мы, наверное, с Хамзе можем созвониться с видеосвязью и сделать подробную беседу, поэтому напишите в комментариях, если вам интересно. Все, брат, Хамзе, саубол. Все, Рахмет Джигатер. Саубол. Да, вот так-то. Удивительно, Саша, что сейчас из Казахстана появляются таланты. И причем не просто таланты мирового уровня, потому что Грэмми — это же вершина музыкальной индустрии, самый топ. И я тебе могу сказать, что для меня вот этот год — это вот просто какая-то шкатулка сюрпризов, потому что постоянно и слышишь, как из Казахстана один за другим появляются талантливые личности и действительно серьезного мирового уровня. Саш, для тебя, если сюрпризы, то я уже давно понял, что сейчас Казахстан лидирует по многим вопросам во всем мире. И причем при всем при этом все казахстанцы, они объединяют мир вокруг себя. То есть есть шанс, что когда-нибудь Грэмми будет в Казахстане проходить. Друзья, и напоследок хочу сказать, что 29 ноября 2020 года в это воскресенье в 18:00 у нас пройдет на канале Алга Петербург умопомрачительный международный онлайн-концерт. Вход свободный, билетов нет в кассах, как говорит великолепный Александр Карельский. Поэтому, друзья, ждем вас всех в гости.
Даже если билетов нет, друзья, будет отличное настроение, море позитива, поэтому приходите, будет замечательно. А я для всех друзей канала Алга Петербург и даже для случайных зрителей зарегистрировал и забронировал места в первом ряду. Вау, VIP-места. Спасибо, Ваня. До встречи. Всем пока. Пока.